В принципе, спасибо, что пришли. Продолжаем тему альтернативных платежных методов. Сегодня поговорим именно про техническую часть, про то, как мы будем интегрировать платежные методы, и посмотрим обязательно демо 5-6 платежных методов. Э, да, пару слов обо мне. Как всегда, меня зовут Илья, бэкэнд-инженер. Работаю на текущий момент инженером в Data Transit и платежный gateway. До этого работал в Gatsby Options Trading Company, которая была поглощена eToro, и eToro на NASDAQ сейчас торгуется. И также работал в Nordstrom, это американский e-commerce. Пару слов про платежный опыт. DataTrans — это швейцарский платежный gateway, более 40 платежных методов и 135 currencies доступно. Примерно 75% икорных платежей в Швейцарии проходит через DataTrans, и в день сильно больше 1 миллиона транзакций у нас на gateway присутствует. Конкретно я отвечаю за альтернативные платежные методы, поэтому у нас, собственно, и две части. Много разных топиков, чем есть поделиться. Агенда на сегодня будет у нас следующая. Сначала быстренько, буквально за несколько минут повторим то, что мы говорили на первой части. Те, кто будут смотреть в записи, в идеале посмотрите сначала бизнесовую часть, чтобы понять, о чем речь, и влиться в топик, и далее уже переходите ко второй части. Я думаю, ссылка на первое видео будет прикреплена под этим видео. А мы после фаундейшена перейдем к доменной архитектуре, поговорим о том, какие именно доменные вещи нужно учесть при работе с архитектурой э, платежных шлюзов для альтернативных платежных методов, посмотрим на некоторые интеграционные паттерны. У нас будет чуть-чуть про security на примере Ideal и deep dive в виде демо как минимум 5 платежных методов, которые у нас есть на экране. Начнем с предыдущего слайда, который у нас был на предыдущей сессии. В двух словах: альтернативный платежный метод — это те платежные методы, в которых мы не вводим карту. И вот хороший пример здесь — это Pipro, что они альтернативны, потому что и альтернативно — это относительно, потому что мы можем иметь очень различные способы того, как эта оплата происходит, будь то локальная схема карт платежей или это полноценные альтернативные методы по своей природе. Опять же, если нужно больше деталей, это есть в первом видео. И то же самое относится и к этому слайду. В прошлый раз мы сделали достаточно долгую таксономию, разобрали все категории, каждую из этих категорий на этой схеме. Сегодня мы будем разбирать во время демо up-to-up approval и QR presented. Мы именно посмотрим, как это работает. Buy now, pay later в виде Chamber Pay. И Digital Wallet мы поговорим про токенизированные карт-валеты. Мы даже демо посмотрим, как это работает. И переходим сразу же к доменной архитектуре. Наверное, нужно начать с того, что а, в любом случае домен здесь играет решающую роль. Все-таки мы в платежном домене, соответственно, нам нужно понимать, какие ограничения именно платежный домен вводит на нас, как на архитекторах, как на людей, которые отвечают за не только за интеграцию самих платежных методов, будь то просто API-запросы, а на то, как мы строим наш софтвер, вокруг чего. И первый point, который нам нужно здесь осмотреть, это как вообще мы, как техлиды, как инженеры, видим жизненный цикл транзакции. То есть транзакция для PSP — это какой-то платеж, который мы, соответственно, даем мерчанту, но на нашей стороне также присутствуют различные API. И эти API должны каким-то образом иметь какую-то таксономию. Вот этот слайд, в принципе, про это. То есть у нас есть всегда первый шаг, который называется Payment Initialization. Иногда он называется Create Intent, иногда Session, зависит от платежного метода, от платежного шлюза. И есть два вида, которые важно помнить. Это Seed Customer Present и MIP, Merchant Initiated. Соответственно, сегодня мы будем смотреть на все платежные методы, на все платежи, которые сделаны на Customer. То есть Customer in Session — это буду я в данном сетапе. MIP платежи, они достаточно понятные, там нет сложной логики для презентации, вся сложность скрыта под капотом в виде правильного редиректа, в виде того, как токен хранится, как он декриптится и так далее. Но это мы оставим за кадром, потому что там нужно очень много времени уделять именно HSM и тому, как устроены модули для хранения токенизации. Также у нас есть второй пункт — это Decision Finalization, когда customer заапрувил наш платеж,
то у нас происходит, соответственно, переход в какой-то терминальный статус э, на текущем этапе. Но кастомер также может отказаться, то есть может произойти cancel, либо платеж может быть отклонен аквайром, либо платежным методом. Соответственно, здесь нужно помнить, что финализация — это всегда синхронный шаг, и для этого у нас используется либо webhook, либо пулинг. Что это и как это работает, дальше будет слайд, подробно поговорим. И after action — это те шаги, которые делаются после того, как платеж был авторизован. У нас может быть void либо reversal, то есть это по факту разморозка денег, которые были авторизованы. Он очень по-разному называется. Кто-то просто называет это cancel authorization, кто-то просто cancel, кто-то void, кто-то reversal. Все зависит от терминологии, от страны, где платежный шлюз оперирует и так далее. И также есть settlement и capture. Это тоже слова-синонимы, они используются для того, чтобы засеттить транзакцию, то есть взять деньги и перевести их уже сказать acquire, дать ему команду, что деньги должны быть переведены к мерчанту. Ну и рефанд, понятно, это вот запустить процесс рефанда денег. Нужно понимать, что все эти шаги, они абстрактные в первую очередь, и они присутствуют не для всех платежных методов. Есть те платежные методы, где, конечно, все шаги представлены, а есть те такие, как Direct Debit, где, в принципе, нет settlement и capture, там транзакция сразу же становится settled, и там присутствует только рефанд, и то по специальному шагу. Окей. Ам, Какие же есть конкретные payment flows, которые мы можем видеть? Они разделяются на 2 вида. Это, в первую очередь, registration, его еще называют user on file в старых платежных шлюзах, и debit. То есть дебет, в принципе, он по своей природе — это обычная оплата. То есть это, допустим, customer initiated платеж, и, соответственно, в данном случае customer является тем, кто его одобряет и кто находится в сессии. Регистрация — это также customer initiated платеж, когда мы хотим на что-то подписаться и позволить мерчанту сделать списание с нашего счета, используя так называемый alias. И далее вот тот самый платеж Pay with alias, который использует токен для того, чтобы мы смогли провести оплату. И есть еще уже сейчас в современных платежных методах это практически стандарт в старых платежных методах или в старых версиях платежных методов. Это было скорее исключение. Pay плюс регистр за один шаг, мы его тоже посмотрим чуть дальше на лайв-демо. Идея в том, что мы сразу делаем и платеж, и регистрацию, и мерчант получает и оплату, и alias. Далее он может, соответственно, делать unattended payment. Дебет Model, она немножко сложнее, чем обычный дебет. Здесь присутствуют различные вариации того, как он может происходить. Это может быть single step, video authentication плюс authorization, либо это может быть два отдельных шага. То есть сначала customer делает authentication, и только потом происходит авторизация как отдельный шаг. И, соответственно, это накладывает определенные требования к API, что мы должны быть готовы контролировать оба шага и иметь возможность их реализовать, да. И также у нас присутствует Direct Transmit. Это там, где, в принципе, нет авторизации, где платеж сразу из состояния pending переходит в состояние settled. Это вот относится к тем самым account-to-account payment, которые мы обсуждали. И когда мы работаем с Buy Now, Pay Later платежными методами, у нас еще присутствует метод скрининг. Мы тоже посмотрим результат ответа от ChamberPay. Скрининг, идея в том, что мы мерчант отправляет детали человека, который хочет взять, допустим, рассрочку, и платежный метод очень быстро пытается проверить, какие ему можно предложить вариации рассрочки. Здесь мы можем видеть так называемый state machine. Ам, Идея здесь в том, что у каждого платежа и в хорошем платежном шлюзе используется механизм state machine для того, чтобы переводить платеж из одного состояния в другое атомарно и при этом не нарушать визабилити, если, допустим, мерчант скидывает частый get-запрос для того, чтобы он не видел промежуточных статусов. Эта схема полезна для восприятия, в первую очередь, для того, чтобы понимать, какие вообще статусы возможны и какой зачем идет. Она, естественно, абстрактная, здесь нет указаний, к какому она платежному методу относится, но в общем и целом это как раз то, как в общем виде выглядят такие схемы для большинства платежных методов. То есть это абстрактный вариант того, как PSP будет представлять state машин для своих транзакций внутри себя. И теперь поговорим о том, что важно знать с технической точки зрения, какие у нас компоненты есть.
Начнем, наверное, с первого. Это HPP, это сокращение от Hosted Payment Page, часто ее еще называют Waiting Page. Идея в том, что мы, как PSP, мы должны реализовывать такого рода логику для того, чтобы улучшить, в первую очередь, UX, UI, для того, чтобы, когда мы ожидаем, пока платеж пройдет, кастомер мог ожидать на комфортном для него экране, где он может видеть, что происходит, что условно нужно подождать или что нужно не закрывать страничку там и так далее. App Switch нам нужно реализовывать логику под капотом, которая будет иметь возможность возвращать дип-линки или universal линки для того, чтобы мог произойти up-to-up switch для нативных SDK. И в этой части, кстати, также периодически нужно реализовывать определенный уровень энкрипции для того, чтобы могли не перехватить сам этот дип-линк, что на самом деле немножко странное требование, но периодически есть некоторые мерчанты, кто э, спрашивают, есть ли такая опция. QR для вейтинга — это тоже интересная штука, что если у нас есть waiting batch, то нам нужна логика для того, чтобы отображать QR-код. И этот QR-код зачастую в идеале писать свою библиотеку для того, чтобы 100% быть уверенным, что в ней нет ничего плохого, скажем так, никакого плохого JavaScript-кода и так далее, что это полностью верифицируемый компонент, который хранится у PSP и напрямую используется. А, Веб-хуки, понятно, там мы про них чуть дальше поговорим. Это механизм того, как мы доставляем синхронно апдейты от платежного шлюза к мерчанту, и то же самое касается статуса полинга и статуса API запроса. А вот насчет Configuration Panel, это на самом деле очень интересный топик, потому что чаще всего все рассказывают о том, какая complexity при интеграции платежных методов в шлюз именно с технической точки зрения при самой интеграции. Но очень часто оставляют за кадром на то, насколько о многом нужно подумать при интеграции с точки зрения конфигурации. То есть многие вещи должны быть конфигурируемы и крайне динамично конфигурируемы. На следующем слайде я покажу один из примеров, что называется, real life. И снизу мы можем видеть и reliability, и high flexibility. Это один из самых главных non-functional requirement, которые есть. То есть, когда мы поддерживаем большое количество платежных методов, большое количество разных версий одного и того платежного метода, делаем миграции, делаем свитчи и прочее, нам нужно иметь механизмы, которые позволят это делать максимально удобно, прозрачно и иметь максимальный уровень кастомизации per merchant basic, скажем так. Особенно это важно, когда мы менеджим их ключи и прочее. Соответственно, что называется, на бэкстейже появляется большое количество различных конфигурационных панелей, большое количество экранов, как для Ops, так и для инженеров. И вот один из примеров это multi-acquire support. Это интересный топик, потому что у нас может быть платежный метод, например, Twint, у которого может быть несколько вариантов интеграции. И на самом деле это относится не только к Twint, а к большому количеству других платежных методов. То есть первая логика, первый вариант — это direct integration, когда мы напрямую в PSP интегрируем платежный метод по API. И, в принципе, там понятна логика, что у нас есть какая-то спецификация, мы ее интегрировали, и все. Но появляется вариант Б, когда у нас появляется дополнительный acquire в виде, например, Worldline или Six Group. Это тот же самый Twint, но мерчант приносит свой собственный контракт, и мы должны уметь поддерживать рутинг при инициализации для этого конкретного мерчанта через совсем другую имплементацию. То есть, казалось бы, один и тот же платежный метод, но API, логика хендлинга ключей, security и безопасности абсолютно другая. То есть это полностью новая имплементация, которая должна быть запущена при выборе того же самого твинта для этого конкретного мерчанта. И бывает еще третий вариант, он похож с B, но там есть нюансы. Дело в том, что он тот же Worldline, например, он выступает как и PSP для других компаний. И Root C появляется, когда PSP интегрирует другой PSP для доступа к платежному методу. И это может делаться как для удобной бесшовной миграции для некоторых мерчантов, так и, опять же, из-за того, что тот PSP может являться acquiring PSP, это значит, что у мерчанта может быть контракт для него, им, соответственно, это выгодно. Вот, и получается, что с инженерной точки зрения у нас может быть 3-4 интеграции одного и того же платежного метода под разные нужды. И, соответственно, это требует определенной архитектуры, которая, во-первых, это будет удобно поддерживать, во-вторых, маппинга, и, в-третьих, база данных должна иметь возможность не только это хранить, а еще иметь возможность грамотной выборки и
сортировки всех этих вещей для того, чтобы иметь какую-то маломальскую аналитику. То есть это достаточно сложный топик, и в этом есть отличие между PSP, которые работают на Enterprise, то есть дают возможность bring your own contract, в сравнении с большими PSP, которые, в принципе, делают omnibus setup. Ам, Это первый момент. И также насчет Ops, скажем так, complexity. Что здесь важно? Какие вещи нужно учитывать, когда дизайнится админ-панель, либо сетапы для контроля над платежным PSP? То есть, во-первых, это полная кастомизация, в принципе, вообще всего. То есть абсолютно любой point должен кастомизироваться. Там от лога до какого-то endpoint, до того, как даже иногда алгоритм на signature выбирается. Должен быть механизм того, как мы храним ключи. То есть, per merchant, допустим, бывает механизм, вот как с Ideal мы дальше посмотрим, что они требуют для создания signature ключи для каждого мерчанта. Соответственно, должен быть механизм, как мы на каждом мерчанте храним ключи для подписи. У нас появляются callback constraints, и эти callback constraints, они выражаются в виде определенных требований от разных платежных методов для того, как мы верифицируем их callback'и, и мы должны это доказать, что мы это сделали во время их сертификации. Соответственно, опять же, у нас должен быть, с одной стороны, generic root для того, чтобы рутить callback'и куда-то, но при этом в этом generic root должны быть разные механизмы, которые поддерживают разные платежные методы для верификации callback. И, соответственно, когда у нас появляются те самые 2 типа интеграции, прямая либо через кого-то, у нас появляются различные, а, руты, да, о чем нужно подумать. Соответственно, чаще всего я вот здесь вынес таблицу, как это выглядит чаще всего. Когда это прямая интеграция, обычно это конкретная спецификация от конкретного платежного метода. Когда мы интегрируем через аквайера, мы получаем их собственную аквайр-спецификацию. Чаще всего креденшалы для прямой интеграции, они идут как секреты, либо ключи к конкретному мерчанту. Соответственно, если у нас 100 мерчантов, то у нас появляется как минимум 100 пар ключей. А через Appier чаще всего это single certificate, который выдается э, на PSP, скажем так, да, на technical partner. Насчет callback паттернов, на самом деле, здесь также сильно проще, когда мы интегрируемся через кого-то, потому что это обычно либо signature validation, либо какой-то понятный flow с верификацией сайдерблока или вообще VPN. В Direct интеграции чаще всего там большое количество требований, начиная от верификации signature, API-адреса, проверки Mushel, MTLS, соответственно, да, и еще бывает HMAC, да, соответственно, как минимум 4-5 вещей, которые нужно за один запрос на каждый callback проверить и реализовать. Вот. Соответственно, это приводит к тому, что то, как мы конфигурируем наш бэк-офис, скажем так, это чуть ли не ключевой инфар с точки зрения инженерной сложности и интеграции. Теперь, когда я вот проговорил такие достаточно основные вещи, мы перейдем к интеграционным паттернам. Начнем с проблем. Что в практике можно заметить, часто ломается. И я когда делал этот слайд, я задумался, что забавно, как бы 20, там, уже 6-й год, а у многих компаний, ладно бы до сих пор XML, так у них до сих пор OpenAPI нету. И я когда начал снимать свою статистику, где я записывал, где что есть у платежного метода, я заметил, что 30-40% не имеют OpenAPI спецификации, которую они могут дать интеграторам. И это на самом деле одна из больших болей, потому что это ты сам как бы пишешь OpenAPI спек для платежного метода, используя их PDF-файлы, которые они рассылают, и его же еще поддерживать надо. Вот. А вторая проблема — это дрифт тех самых спецификаций. Из-за того, что они не дают версионирование, чаще всего случается как минимум раз в год ситуация, когда они без выката новой версии или без уведомления добавляют новое поле. В прошлом году, например, Twin такую штуку сделал. В продакшене они добавили новых 3 поля. В callback никого не предупредили, и на где-то часов 16, это выходные, они потому что в пятницу сделали релиз по красоте совсем, где-то вот, ну, на часов 16 лег весь, в принципе, твинт во всей Швейцарии, потому что через нашу платформу большинство платежей проходило именно e-commerce, и получилось очень неприятно. И в такой ситуации вот мы, например, ничего не могли сделать. Следующий point — это app-to-app integration.
очень часто платежные методы либо предоставляют плохой Mobile SDK, либо его не предоставляют вообще, и приходится интегрироваться через WebView. Опять же, в текущих реалиях, когда рынок — это в первую очередь app-based, это крайне важно. Sandbox. Проблема с сэндбоксом — это тоже интересная штука. Они чаще всего, платежные методы чаще всего не заботятся о сэндбоксе так же, как и продакшн, у них нет на них SLA. Понятно, что здесь я как бы не говорю о больших гигантах типа Парны, у тех в целом все хорошо, хотя и у них случаются периодические проблемы. Но идея в том, что если это локальные платежные методы каких-то стран, очень хорошо иметь на них симулятор для того, чтобы не тратить время и разработчиков, и опсов, когда мерчант пишет, что а почему не работает какой-то платежный метод, а он этого и не заметит, потому что когда он не работает, то подключается специальный симулятор. Чуть дальше про это я отдельно покажу вместе с примером с Post Finance Pay. Лоуд-тесты, казалось бы, все вроде как делают лоуд-тесты, все стараются тестировать свои API и API партнеров, но многие платежные методы, они как-то относительно против этого. Либо стараются выстраивать такую коммуникацию, что это становится очень сложно. Как минимум вы должны там за неделю, за полторы выдать им даты со временем, что окей, наверное, но более того, не все платежные методы реализуют автоаппрувал. То есть это вот к следующему пункту, они не дают возможность делать end-to-end тест без мобильного телефона. А когда мы реализуем тесты как сервер-to-сервер реализацию, оно, конечно, работает. Но если у нас есть Customer in Session, нам нужен какой-то механизм, как заапрувить платеж. Они его не дают. И получается, что эти интеграции, они требуют мануального тестирования. А перформанс-тестирование, чтобы проверить, как их сэндбокс работает, механики сделать нет, только через сервер-to-сервер забросы, если они поддерживают делит токена. Соответственно, здесь опять же корреляция с симулятором, потому что это один из механизмов, как, например, вот в моем проекте, как мы делаем тестирование нашего собственного кода. Конечно, мы как бы тут должны также добавлять логику в симуляторе, чтобы он и сеть симулировал и прочее, но как минимум это сильно упрощает процесс и экономит время. Вот это такие основные проблемы, которые очень часто случаются в практике, с которыми приходится существовать. Ам, Пару слов про перформанс-тестирование, какие тулы используются. В принципе, здесь нет вообще никаких инноваций относительно того, как я видел в других компаниях и что я использовал. На Legacy команда вообще использует до сих пор Gmeter и, в принципе, не видит проблемы, смысла ни на что переходить. Там такие большие Legacy Java-приложения, Gmeter им отлично помогает, уже там годами отлаженный процесс. На новом стеке, где вот проект, которым я заведую, мы там уже K6 используем и, может быть, будем со временем использовать Artillery для того, чтобы делать user-heavy flows. То есть там идея в том, что мы можем симулировать очень разные способы нагрузочного тестирования от рампа до спайка там и прочее, и по факту смотрим P95, P99 latency. Очень просто, уверен, что, в принципе, все так на своих проектах делают. Основная сложность — это симуляция реального трафика, потому что нужно поддерживать реальное количество мерчантов, то есть, ну, разных IT, скажем так, да, и сделать так, чтобы API был все время нагружен. И вот здесь очень помогает симулятор, потому что иногда сэндбокс у партнеров может не ожидать, скажем так, стресс-тестирования и лечь. Вот, это что касается тестирования. Перейдем к веб-хуку. Я думаю, все знают, что такое веб-хук, то есть его идея в том, чтобы синхронно доставить результат операции, то есть платежа, чаще всего веб-хук идет где-то рядом в платежах с пулингом. Почему? Потому что пулинг — это раньше был такой внештатный механизм дефолт на многих платежных методов, как PSP будет получать статус. То есть там идея была в том, что веб-хуки не хотели реализовывать. Это был там год 15. Я вот по документации читал, смотрел, какие-то версии были, и до 20-го, до 22-го года, даже до 23-го Twink, например, они не реализовывали веб-хук специально, они заставляли всех интеграторов писать такой пулинг, где они по факту просто пулят их Twint сервера на каждый платеж. Это достаточно сложная процедура была, их все просили переписать, в итоге они в это инвестировали, к счастью, сделали в итоге пуши, но, что интересно, они не дали гарантии, что они будут работать. То есть они когда это выкатили, они сказали, что мы сделали, но мы не даем гарантии, что callback всегда будет доставлен. И пришлось выдумывать механизм того, как поддерживать и пулинг, и веб-куки в параллель.
Соответственно, это одна из тех сложностей, которые нужно понимать, когда пишешь вот платежные шлюзы, что такие гибридные штуки, они на каждом шагу. И один из примеров — это навык вашего приложения уметь хендлить и веб-хук, и пулинг, да. Соответственно, нужен распределенный лог для того, чтобы залочить платеж и реагировать на то, что пришло первое, и тобой процессить, соответственно. А для пулинга нужно иметь очень грамотный механизм exponential бэков, джиттер, конечно, и контролировать количество потоков, которые пулят на вашем собственном сервере. Потому что если вдруг у партнера будет outage, то вы сами себя, грубо говоря, положите, потому что у вас не станет потоков принимать запросы. Это тоже одна из достаточно сложных частей, как вообще тестировать такие приложения. Ам, Синхронизация колбеков. Это один из, так скажем, кейс-стадий. Идея в том, что есть некоторые флоу, которые заведомо усложнены архитекторами компании. Один из примеров — это дебет из регистрации, и Worldline, например, они его реализовали достаточно сложным образом. То есть, когда у вас происходит дебет плюс регистрация за один шаг, от Worldline вы получаете два разных колбека. Один для регистрации, один для дебета. Но проблема в том, что они между собой связаны. И в первую очередь вы должны запроцессить, как вот на схеме снизу видно, регистрационный колбэк, потом вы должны подтвердить регистрацию, все еще не отвечая. И потом вы должны запаблишить ивент для своего другого треда, потому что тот тред ждет, и только потом заакнолледж. А дебет колбэк, он может быть запроцессен только если регистрационный колбэк уже был запроцессен. И только тогда его можно заакнолледж. И очень часто в продакшене я по статистике видел, что колбэк для дебета приходит на сколько-то миллисекунд раньше, чем регистрационный колбэк. И, соответственно, нужно иметь очень надежный бэкэнд, который способен контролировать мультитреды для одного и того же платежа, и иметь возможность сделать unblock и hold, то есть wait, грубо говоря, да, в одном из тредов, пока другой тред закончит. И на самом деле это, может быть, звучит достаточно просто, но на деле, когда там скейл приличный, хотя бы там 10-20 платежей в секунду даже, то, ну, оно достаточно быстро разрастается в большое количество нагрузки, потому что платежи эти долгие, там customer end session, он пока почитает, пока нажмет, а callback может раньше прилететь для чего-то. Из-за этого бывает, что и по 5 секунд приходится ждать, допустим, callback регистрация, а дебет его уже пришел. Поэтому это достаточно сложный флоу, где нужно очень хорошо понимать многопоточку и правильно это реализовывать. Ам, Здесь я хочу показать схему. Идея здесь в том, что так как мы проговорили, какие у нас есть проблемы, как выглядит вообще платежная логика, да, какие у нас есть челленджи. Вот здесь на схеме я хочу показать пример, как выглядит альтернативный платежный gateway. В принципе, это такой относительно стандартный интеграционный паттерн через kernel плюс плагинс. Соответственно, здесь идея в том, что у нас есть какой-то API layer слева, через который к нам попадает либо merchant backend, либо customer делает redirect, либо это другие PSP через white label подключаются. И далее у нас есть так называемый control plane. В этом control plane мы используем спецификационный паттерн, то есть где у нас описаны опции взаимодействия на определенных API через state machine. То есть state machine там может быть либо communda, либо temporal, либо самописная, тут depends, как бы, вот. Но основная идея — это чтобы это был, конечно же, state machine и правильный оркестратор. И далее мы можем видеть, что у нас есть различные утилитные блоки, такие как observability, idempotency плюс рита и прочая логика, которая позволяет отбросить ненужные запросы. Плюс у нас есть так называемый shared service плагин. То есть это reusable set, большое количество различных сервисов, в действительности сервисов, как бы, да, которые подключаются, и они позволяют реализовывать определенные задачи без дублирования кода между компонентами в рамках платежного шлюза. То есть там, например, менеджмент токенов, доступ к секретам, доступ к ключам и прочее. И важная часть — это так называемый плагин-хост. То есть это когда у вас есть рутер, который знает на основе большого количества параметров, какой acquire активен, какой платежный метод, какой merchant, какие полиси указаны и прочее, он учит этот запрос в плагин. И далее этот плагин делает так называемый load либо execute в виде делегации запроса на уже конкретный плагин в виде альтернативного платежного метода. И вот уже только в этом плагине, в альтернативном платежном методе, вы имеете действительно код, который относится к платежному методу.
То есть реализованы API, DPo'хи, security блоки, чё там еще, конфигурационные вещи специфические и так далее. А, Здесь важно, чтобы control plane, он был максимально абстрактным, но при этом максимально гибкий. Это такая достаточно сложное функциональное требование, и немного кто может это себе сразу в голову загрузить и правильно писать в таких вещах код. Именно поэтому можно часто видеть, когда в PSP онбордят людей, если это там не Stripe условно, то там может быть probation period по 6 месяцев. Это вот как раз одна из причин — это именно это. И, что важно в этом всем, что core, то есть control plane, core часть, да, она должна учитывать очень много вещей, которые идут от платежного метода. Например, тайм-ауты, например, требования по размеру референса, например, маппинг суммы. Некоторые делают правильно, берут лонг и отправляют именно лонгом, а некоторые используют дабл до сих пор. Соответственно, маппинг должен быть. Тайм-ауты. Так как у нас есть waiting page, там человек может нажать платеж и уйти кофе пить, да, и мы, соответственно, ждем там 10-15 минут. Мы должен вовремя тайм-аут сработать, чтобы потом, когда человек попробует оплатить и нам вернется callback, чтобы мы его не приняли, потому что платеж на нашей стороне уже недействителен и прочие вещи. И, соответственно, примерно вот так в конечном счете, если вы будете дизайнить платежный шлюз, то вы плюс-минус придете вот к похожему дизайну. Важный здесь компонент еще Event Bus снизу. Это как раз тот компонент, который позволит хендлить ту логику, которую мы обсуждали с веб-хуками, когда вам может приходить различные веб-хуки от разных шагов, которые нужно каким-то образом синхронизировать. В конце можем к этой схеме вернуться, если будут какие-то вопросы, мы ее проговорим. Сейчас перейдем к security. Я на самом деле, когда делал презентацию, я думал, вот чтобы такого рассказать, чтобы было всем полезно, но при этом не было занудно, потому что очень часто там рассказывают про HMAC и прочие штуки, и достаточно сложно это фолловить. Ам, я не нашел механизм, как это сделать, говорю сразу. Я постараюсь рассказать на примере, и я надеюсь, что на основе примера будет в общем и целом понятно. С этого слайда хочу сказать, что через меня достаточно большое количество прошло спецификаций различных платежных методов с различным security. Когда я фильтровал, что я покажу на этом слайде, я просмотрел где-то 60 спецификаций, может быть, чуть-чуть больше. Я выбрал эти 4 платежных метода, потому что мне кажется, что они, в принципе, собой показывают, что плюс-минус сделано у всех других. Вот король security — это ideal, конечно. Вот мы про него сейчас и поговорим, как они делают безопасность, потому что то, как они сделали, это, конечно, геморрой. То есть попробую там новому разработчику объяснить, почему, особенно если он в security не работает, это будет сложно. Vips и Swish — это пример того, как это делается по умолчанию. Vips, например, использует OAuth2 с токенами, и в веб-хуке он требует HMAC подпись, да. Плюс, соответственно, есть replay protection в виде даты для того, чтобы cloud drift контролировать. Swish, соответственно, очень похожие штуки с MTLS, плюс и все, кстати, только MTLS. И вот Twint, например, они там выдают ключи и специальный signature к каждому PSP, кто их интегрирует. Это тоже распространенный паттерн. То есть вы приходите, говорите: "Здравствуйте, мы там PSP, хотим вас интегрировать". Он говорит: "Здравствуйте", и дают вам signature, который вы будете использовать для верификации веб-хука. Эм, По поводу IDL. Я решил его разобрать, потому что действительно то, как они сделали безопасность, оно заставляет подумать о том, как работает безопасность, скажем так. Есть вот у них такая большая схема на интеграционном сайте для разработчиков. Из этой схемы мы можем видеть, что у нас есть различные игроки. Их здесь трое. Юзер — это мы с вами, наверное, да, то есть кредиторы здесь они имеют в виду это merchant, acquiring — это имеется в виду acquire, либо тот, кто предоставляет банковские услуги, то есть это банк на самом деле. А ING здесь написано, потому что это интеграция к конкретному acquire. Я сейчас пару слов про это скажу тоже. И Ideal Hub. Мы, прямую как бы интегрируемся. То есть доступ к ING происходит через схему с тем, что у вас есть много банков, и вы ходите в эти банки, которые, кстати, называются аквайрами, и получаете access токен. То есть если вы, например, как PSP интегрировали 6 банков, то есть это там BNP Paribas, ING, Rabobank, Revolut и еще чего-то, вот вам придется реализовать там 5-6 разных кодовых логик, да, для того, чтобы структур, для того, чтобы получать токены в зависимости от того, какой банк у мерчанта является его аквайрером. Это первый момент. Второй момент, что
после того, как мы получили токен, нам нужно сходить и начать уже ту самую транзакцию с этим IDEAL. А для этого у Currency, это организация, которая владеет IDEAL, у них есть IDEAL Hub. IDEAL Hub — это такой компонент, который имеет API для взаимодействия с транзакциями. И вся соль здесь в том, что для того, чтобы получить тот самый Access токен, нам нужно сет, во-первых, MTLS сертификатов, а во-вторых, нам нужен сет для того, чтобы создать цифровую подпись. И это на каждого мерчанта. То есть это как минимум, ну, 2 таких, да, то есть, как он называется в Java, там JKS, например. Для того, чтобы пойти потом с этим токеном и уже начать транзакцию, нам нужен уже совсем другой, опять же, сет MTLS и еще один сет signature файлов, потому что EDL Hub требует их отдельно. Более того, ANG принимает файлы в self-signed формате, а Ideal Hub принимает только собственно, мы им CSR скидываем. Вот. Если вот эту схему упростить, то получится вот это получится. То есть по факту PSP, то есть мы как интеграторы, мы ходим в какие-то аквайры, получаем signed GVT токен, который нам позволяет создать транзакцию от лица этого аквайра, и мы идем в Ideal Hub, где уже запрос будет реализован. Complexity, если вот резюмировать то, что я проговорил, это в том, что у нас есть per merchant credentials для аквайра, per merchant credentials на Ideal Hub для доступа, обязательно токен-ротация, постоянная, там токен валиден, по-моему, 12 часов или что-то такое. Регулярная ротация самих ключей, ключи валидны по 13 месяцев, то есть это надо каждые 12 месяцев обновлять ключи и на Acquire, и на Ideal. И, соответственно, это накладывает очень сложный certificate management, потому что если у вас хотя бы 100 мерчантов, то 100 мы умножаем на 4, как бы это 400 сертификатов, 400 файлов, которые нужно поддерживать, да. Ну, сертификатов, кстати, тоже валидно. Вот это вот complexity с IDEAL. И если разобрать их флоу, то мы начинаем видеть, как конкретно они смотрят на безопасность. То есть, во-первых, с чего все начинается, что мы говорим о транспорт layer, да, если мы о OSI модель вспоминаем, у нас есть там транспорт layer, на транспортном layer мы защищаемся MTLS. То есть, когда мы идем за токеном, в ING, например, это не просто HTTPS, а это полноценный Client Certificate, и ING, он проверяет, кто пришел, а не только куда, да. Соответственно, там должен быть правильный клиентский сертификат, чтобы соединение было создано. Второй слой — это application layer, да, тоже по OSI модели. Там у нас появляется защита, что AUS2 без client secret не будет работать. То есть что это значит? Что у нас появляется механизм, когда мы используем JVT, который подписан приватным ключом, и ING, соответственно, будет этот JVT проверять сертификатом, публичным ключом, который мы им отдадим. И более того, для того, чтобы это сделать, мы им должны, как я говорил, будем отправить CSR, то есть Certificate Signing Request. Они не поддерживают self-sign сертификат. Соответственно, в принципе, весь процесс ротации здесь строится на том, что мы сначала отправляем Certificate Signing Request, и потом только они нам отдают уже финальные, да, то есть файлы, которые мы можем использовать. И на слайде мы можем видеть, что у нас есть JVT-структура, где у нас есть алгоритм, то есть alg, да, то, что мы переделаем в хедере, алгоритм, который указывается, какой будет использован, и у нас есть так называемый там print, это по нему будет ING понимать, какой конкретно публичный сертификат нужно взять, чтобы проверить подпись. То есть это по факту ID сертификата, и он, благодаря этому мы сможем поддерживать несколько сертификатов в процессе миграции. Интересный такой момент я заметил, когда, кстати, как раз готовился, я про это вспомнил, потому что последние полгода таких проблем не было, но вот чуть до этого была интересная ситуация с Clock Drift. Я думаю, многие знают, сталкивались, что у нас есть, соответственно, часы на сервере, да, у нас есть там Network Protocol, и бывает ситуация, что NTP, он отстает либо в будущем, либо чуть-чуть назад. Чаще всего это незаметно и абсолютно соответственно, абсолютно незаметное маленькое количество миллисекунд, которое и называется Network Block Drift, да. Но у нас была проблема с часами, сервер был недоступен, и часы немножко сбились. И как раз получилось, что время, которое мы отсылали на Ideal Hub, оно превышало в сумме те самые 20 секунд, которые они
разрешают, потому что на сумму созданных операций плюс на то, как дрифтил клок, у нас получилось, что нас реджектили. И я, когда это инвестигейтил, я достаточно, и где-то дня 2 потратил, я не мог понять вначале, почему. То есть я видел, что время не то, но дебажить это было крайне сложно. То есть и в итоге мы нашли, что эта проблема была периодически с Network Time Protocol, и вот когда часовой сервис был э, в рамках того, что у нас деплоится, да, соответственно, эта проблема ушла. И сейчас пока не появлялась. Вот. И четвертый пункт, если вот продолжим поговорить, что у нас есть там transport layer, application layer, проблема, да, вот с clock drift, и у нас появляется четвертый пункт, так называемый detached JWT signature. То есть это третий слой, который они дополнительно еще делают. Это заголовок signature, который означает подпись, и в этой подписи участвует, в принципе, все. Путь, хедеры и body. И нельзя ничего поменять. Не можешь подменить ни endpoint, ни заголовки, ни body и так далее, потому что тогда не пройдет валидация на стороне Ideal Hub. Соответственно, и Ideal Hub же в ответ тоже подписывает payload. Соответственно, мы должны его валидировать. Это вот и есть та самая complexity, которая происходит при валидации ответов от них. Будь то даже просто ответы, это API, это даже не про веб-хук разговор. Соответственно, если вот резюмировать этот слайд, что вот можно вынести, да, что MTLS доказывает, кто мы на уровне соединения, JWT, кто мы как клиент, а Signature, что конкретный запрос его тело не изменяет. Соответственно, вот Ideal — это такой пример самой sophisticated безопасности, которую я, наверное, видел у всех платежных методов, и, судя по всему, вот новый Vero будет такой же. И вот, наверное, сложнее этого сложно что-то придумать. То есть, в принципе, вот это то, что нужно знать разработчику потом, когда он вот работает с такими вещами, и это достаточно быстро поднимается. То есть вот если кто-то будет смотреть, ему будет казаться, вот безопасность сложная, на самом деле на том уровне, на котором мы с ней работаем как разработчики, она не сложная. И вот тех концептов, что я здесь постарался проговорить, их хватит. Окей, а теперь давайте лайв-демо, а то я, наверное, опять слишком много говорил. Попробуем начать с твинта. Ам, У нас присутствует твинт, мы про него говорили, да, то есть швейцарский платежный метод. Мы сделаем несколько разных платежей. Так, сейчас, секунду, как он всё причесает. Да, вот. Мы сделаем сначала веб. То есть здесь у меня, видите, мой телефон с левой стороны. Сейчас я в отдельном экране в Postman создам ссылку на платеж. Я вам шарить Postman, наверное, все-таки не буду, а только у нас есть ссылка, и это от PSP. Я напрямую делаю запрос через PSP, в которой я работаю, соответственно, с Linux. То есть здесь мы можем видеть как раз вот waiting page. Вот этот waiting page это то, что мы сами хостили. Вот я эту штуку делал, скажем так, да. Идея в том, что мы генерируем здесь QR-код и рядом показываем код. Почему? Потому что вот здесь сбоку вы можете видеть, есть вариант либо ввести QR-код, либо можно сосканить существующий QR-код. Соответственно, когда мы его сканим в приложении, у нас просто сразу же возникает опция «Оплатить», «Подтвердить» и все. То есть в данном случае это 10 рублей оплаты. Мы нажимаем «Ок», и платеж оплачен. Видите, был небольшой дилей на waiting page. То есть мы ждали, пока мы получим веб-кук и проверим, как он работает. И если мы, например, сделаем точно такую же транзакцию, но откажемся от платежа, вот мы опять засканим, и мы нажмем cancel, то мы отказались, опять же, небольшой дилей, платеж мы отказали. Как выглядит само приложение, то есть в данном случае это prepaid приложение, то есть здесь вы можете добавлять деньги через top-up кредит. У настоящего твинта это сделано через банки под капотом, но идея похожая. Вы помните, что я также говорил про дебет с регистрацией, тот самый хитрый сложный метод. Давайте посмотрим, как меняется интерфейс, что мы получаем в ответе. Видите, здесь уже вместо цифр происходит более сложный код. Мы получаем более сложный код, потому что нам дают возможность и оплатить, и сделать регистрацию. Здесь у нас есть текст. Нам говорят, что у нас получит конфирмацию для того, чтобы делать unattended платежи без нашего участия. И видите, в данном интерфейсе нам не дают опции отказаться от регистрации. Pay it safe. И вот в моменте это сделали, это считается удобно для интеграторов, но это очень не нравится некоторым пользователям. Поэтому этот мы платеж отклоним и сделаем еще один платеж.
где мы дадим возможность через специальный параметр, который Twint создал у себя, мы дадим возможность отказаться от регистрации. То есть в данном случае, видите, меняется интерфейс и появляется кнопка Pay и Pay and Save. И вот если мы только нажмем Pay, то мы только оплатим, а регистрация не произойдет. В итоге, по результатам вот этого платежа мы получили токен. Я вам его показывать не буду, чтобы на записи не хранить, а потом базу не чистить. Но идея в том, что мы получили токен, и теперь с использованием этого токена мерчант сможет оплачивать без нас. То есть он просто у меня возьмет и спишет денег, короче. Вот. Это было про Twint. Вроде... теперь мобильный платеж криптом, точно. У нас есть так Show Up, то есть все знают, как устроено, я думаю, да, мобильные приложения, у вас там есть Mobile SDK, и вы можете оплатить несколькими вариантами из мобильного приложения. Вот, например, мы будем покупать кофе в каком-то магазине. Когда мы нажмем оплату, у нас там появляется выбор SDK. Это вот как раз и есть Native SDK от Dave Trans, который вот у нас ребята iOS там и Android, они пишут, классные штуки делают. Здесь мы можем выбрать Twint. Смотрите, что происходит. Мне он предлагает выбрать конкретный Twint, в который я перейду, потому что у меня есть настоящий Twint и есть тест Twint. Мы перейдем, конечно, в тест. И видите, что произошло? Нет фрикшена, про который я вот говорил в прошлый раз и сегодня вроде бы упоминал. Мы сразу попали в приложение Твинта без скана. И что здесь может произойти сейчас, если мы нажмем Cancel, например, видите, у нас платеж отменен, мы нажимаем Close, и нас автоматически перенаправляет назад. Вот это называется switchback. Это и есть качественный UI, когда все сделано красиво, удобно и быстро. Какие есть edge case? Если мы, опять же, выберем Twin, и представьте, что вы как клиент, вы не сделали ничего. Вы не оплатили, но и не отказались. Вы просто сделали switchback. Вот это один из очень сложных моментов, потому что не все платежные методы это правильно хендлят. Идея в том, что мы в SDK, мы не знаем, что произошло. Мог платеж быть подтвержден, а может быть это network timeout, да, и сервер не получил ответ. Либо что, и вот что в такой ситуации делать? В такой ситуации, как видели, я вот еще раз начну такой же платеж, что мы подождали немножко, и после свитчбека мы автоматически закрыли этот платеж. Боже мой, сломалось что-то. Сейчас, да. То есть вот мы перешли. Нет, ну почему? Сейчас я убью приложение. Вот так бывает Showcase Apps. Да, соответственно, мы сюда перешли, ничего не сделали, вернулись, и видите, ожидание пошло. То есть там сейчас бэкэнд полится под капотом и пытаются поймать статус транзакции. Статуса нет, мы закрыли платеж, все, он закрылся. И если мы, соответственно, оплатим такой платеж, то произойдет, понятно, что просто успешная оплата. Кстати, прикольно, что у приложения, у одного из двух приложений есть баг, и он не позволяет оплатить второй раз, если предыдущий платеж закончился свитчбеком. Вообще неприятно. Вот, и получается, когда мы оплатим без friction, у нас пройдет оплата, и нас автоматически вернет назад и покажет success. То есть вот это такой хороший good пример того, как должны быть интегрированы такого рода платежи через SDK. Следующий платежный метод, который мы посмотрим, это Mobile Pay. Про него я сначала пару слов скажу. То есть до этого на предыдущей сессии мы говорили, что e-wallets, они работают на основе под капотом карт, да, то есть это Card Rails, Visa, MasterCard, либо Dancard, и различные колбеки нам приходят от кошельков, которые мы потом используем для авторизации. То есть это называется network токены, которые выдаются и присылаются на бэкэнд для того, чтобы мы смогли сделать платеж. У такого флоу есть проблема, которая называется soft decline, то есть это тот самый 3DS. Идея в том, что если что-то не понравится при авторизации карты аквайру, либо ишеру, может произойти soft decline, и мы, соответственно, должны будем показать 3DS окошко. Выглядит это будет следующим образом с точки зрения flow. То есть мы делаем какой-то initiate оплаты, мы там показываем токен, человек подтверждает оплату, но происходит soft decline. И в этой ситуации мы должны иметь, во-первых, ESP32 сервера, и мы должны пропушить URL к мобильному приложению для того, чтобы этот URL показать.
И человек проходит 3DS, и если 3DS failed, то, соответственно, все. Если не failed, то это success. То есть вот это одна из сложностей при интеграции Mobile Pay. Вот у нас здесь есть такая схема, вот я ее как раз делал, когда мы интегрировали Mobile Pay. Это был один из самых сложных, наверное, платежных методов, потому что у него очень много своеобразных вещей, которые нужно учесть. Как минимум, это multi-attempts. То есть у них ты можешь платить в приложении, пока не заплатишь. И они заставляют PSP реализовывать multi-attempts, чтобы мы могли держать сессию с клиентом, пока он не оплатит, либо не сдастся и не выйдет. Вот. Что здесь интересно? В принципе, основная идея — это вот здесь, где у нас есть authorization attempt. У нас попробовали, и если approved, то approved, если нет, вот тот самый soft decline, и мы идем в Strong Customer Authentication и пушим URL назад в Mobile Pay, а Mobile Pay промптит этот же URL в мобильном приложении, и этот URL открывается в WebView. То есть вот эта часть, это вообще сложно на самом деле, потому что там много есть нюансов с тем, как будет этот WebView открыт, как из него вернуться, и, соответственно, чтобы ничего по пути ни у кого не сломалось. И, соответственно, назад нам возвращается 3DS результат, и в этом случае Mobile Pay, вернее, мы пытаемся опять сделать авторизацию, и если она была уже успешная, то есть мы идем в карт-процессор, то мы обновляем Mobile Pay, они делают redirect back. То есть вот это, наверное, пример такого одного из самых сложных флоу, который нужно учесть при интеграции, как для инженеров в PSP, да. И я еще пару слов хочу сказать про токены. Обычно это не показывают, потому что это очень domain-specific вещи, но я думаю, что это, наверное, достаточно интересно. Смотрите, то есть у нас Mobile Pay — это датский же, да, платежный метод, и у них, ладно бы Visa и MasterCard, как у них Данкорд есть, да, их собственная карточная локальная сеть, про которую мы в прошлый раз говорили. И, соответственно, когда кто-то платит через Mobile Pay, э, мы, как PSP, мы не знаем, чем он платит. Он платит картой. Вопрос какой? Соответственно, может быть три варианта того, какая эта карта окажется. Это может быть Visa дебет, это может быть MasterCard дебет, либо это может быть карт-тип Данкорд. И, более того, есть карты, которые поддерживают network токены, а есть те, которые no token method, они не поддерживают токены. Как Mobile Pay вышел из этой ситуации? Если это Данкорд, то они присылают callback в виде карточных данных в заэнкрипченном формате. Вот на скриншоте слева, на первом шаге вы можете видеть encrypted card data. Там, по большому счету, здоровый-здоровый такой токен, который заэнкрипчен RSA и который нужно декриптить PSP, мы специально ключ храним. И потом мы делаем вот public key ID, это как раз ID, каким ключом нужно его раздекриптить. И потом мы всю вот эту карту информацию, то есть там прям PAN, CI, то есть все ваши данные карты мы отправляем на авторизацию. Конечно, мы их не логируем, мы их не храним, это обязательно, понятно, но вот идея в том, что это напрямую действительно данные карты. Есть вот Visa и MasterCard callback, там, соответственно, это будет уже токен, это network токен, и в этом случае, соответственно, это криптограмма, и относительно безопасная информация, скажем так, потому что она приходит либо от Visa, либо от MasterCard, которую мы, соответственно, используем там э, для авторизации. То есть вот это что касается флоу. Вот здесь там можно еще увидеть MasterCard справа S4S, это их стандарт, скажем так, который используется для интеграции. То есть про него, если кому-то будет интересно, можно почитать отдельно. Я по нему не буду останавливаться, потому что это все-таки уже карт-тема. Давайте делать демо. То есть у нас есть Mobile Pay, мы хотим сделать Debit Web и Debit Up to Up. Начнем с Up to Up, давайте. У нас здесь есть платежный SDK, и мы попытаемся оплатить. Мы пробуем платить в Currency DPK к пилотному мерчанту меня 2 датских кроны. Карту мы здесь выбирать не можем. Мне Mobile Pay не дали еще карт, кроме Visa, вот, поэтому у меня только одна карта. Но идея в том, что мы просто вот называем "оплатить", и оно оплачивается. И в этом вот вся красота Aptop свечи. И если мы сделаем еще один платеж и нажмем cancel, то произойдет то же самое. В принципе, как вы можете уже замечать
это только второе демо, а оно все очень похоже. То есть вся вот эта система оплаты, все вот эти интерфейсы, они очень шаблонные, и поведение платежных методов, оно очень похоже. Есть просто буквально один хороший вариант, как это можно сделать хорошо, и очень много вариантов, как те или иные игроки делают это плохо. Вот, если мы нажимаем cancel, мы меняем транзакцию, то мы просто возвращаемся назад. То, что здесь success — это баг, кстати. Это неправда. Вот, и давайте посмотрим веб-транзакцию. То есть мы сделали же сейчас что? Мы сделали up-to-up, zero frictions. А как будет выглядеть такая же транзакция, но в вебе? Выглядит она будет следующим образом. Мы нажмем кнопку в магазине «Оплатить», и нас перекинет вот сюда. Здесь человек, я, соответственно, должен буду ввести пароль. Э, Номер телефона тестовый, и он нигде работать не будет, он не настоящий. Так, на всякий случай. 60 максимум. Вот. То есть мы вводим номер и переходим на страницу оплаты. И благодаря тому, что мы ввели номер, как видите, нам пришло уведомление в телефон. Мы точно так же оплачиваем, лицом делаем authentication, поэтому нам не вылазит. Ну, мог бы вылезти 3DS, на самом деле, но не вылез. И нам дает чек в итоге финальный payment confirmation, который может быть transaction ID, референс вот снизу. И раньше, когда это был Mobile Pay приложение, а не випинское приложение, мы могли видеть историю платежей. Сейчас ее почему-то нет, и мы можем не видеть, кому мы платили. У них какой-то баг, который либо они это специально сделали, я не знаю. Но мы можем только заплатить. Вот. Это мы с вами посмотрели, как выглядит веб-платеж. И еще одну штуку я хотел бы сказать про Deep Link. То есть как вообще происходит вот этот auto-up switch. То есть когда мы вот здесь в Mobile SDK нажимаем «Оплатить», и нас перекидывает в приложение, то вопрос, как бы, как это работает. Я думаю, все так или иначе знают, что это работает на основе диплинков. То есть примерно вот так это выглядит. То есть у вас есть какая-то схема, как префикс в виде URL, а потом идет токен. И операционная система понимает, что это как определенная схема, которая есть там схема registry, и она позволяет сделать вот тот самый switch. То есть про диплинки тоже можно отдельно почитать. Думаю, мобильные разработчики сильно лучше и расскажут, и знают, как это работает. Следующий платежный метод — это банковский платежный метод. В прошлый раз мы говорили про Ideal. Это шведский Instant Bank Payment, и я его решил показать, потому что у меня есть его приложение, и у него есть интересная сложность в виде Bank ID. То есть когда у вас есть общее приложение, которое позволяет подключать большое количество банков, соответственно, появляется какой-то механизм, как нужно менеджить все эти банки. Эту роль играет как раз-таки Bank ID. Поэтому мы сейчас посмотрим один flow, Webflow с Swish. Сейчас, секундочку, я его потерял. Нашелся. Search. Вот. Соответственно, здесь у Свиша тоже пришлось реализовывать свою собственную waiting page. Это наша, мы ее сами хостим. Кроме этого, еще пришлось сделать таймер, который работает здесь. И кроме таймера еще пришлось добавить логику, которая будет, когда этот таймер заканчивается, блокировать опцию успешной оплаты и пытаться сделать, ну, проверить вообще, да, в каком состоянии находится платеж Network Time или что-то. И, соответственно, да. Swish это сделал плохо, потому что они заставляют каждый интегратор интегрировать waiting page и показывать QR-код. Это очень-очень плохой паттерн. В мобильном приложении Swish мы по факту просто сканим код, и нам предлагают кому-то оплатить, какой-то организации. Идея та же, мы нажимаем Pay, а вот здесь есть та самая разница. Нас перекидывает в банк ID. Вот здесь в банк ID у нас по-хорошему был бы зарегистрирован настоящий банк, но для того, чтобы оплатить, нам надо подписать платеж. Мы делаем signature. И здесь вводится секретный код, который, судя по их клавиатуре, не секретный. И потом нас возвращает, счет делает назад switchback, и платеж становится успешным. То есть вот таким образом работает Direct Debit Bank аккаунт-то-аккаунт платежей. И важно понимать, что этот платеж, он не авторизован, он оплачен, в смысле, что деньги ушли. Все, то есть сделать какой-то cancel нельзя, платеж полностью завершен, теперь можно только процедуру чарджбека запустить. Вот, это что касалось Swish.
есть примерно так эта логика выглядит. То есть если мы, соответственно, бы заканчивали платеж, то понятно, что ну, мы бы просто показали страницу ожидания, финальную страницу, где была бы ошибка. Следующий платежный метод у нас Chambra Pay. Начнем, пожалуй, с Flow, Webflow. Смотрите, здесь какая идея? Это, напоминал, Buy Now, Pay Later. То есть идея в том, что мы что-то пытаемся взять, кредит в рассрочку, как мы это называем, да. Это швейцарская, популярный в Швейцарии платежный метод. Его идея в том, что когда вы оплачиваете, вы можете выбрать типы installments, да, то есть 12 and 12, 24 and 24, там 3 and 3, и вот так, в таком ключе. То есть когда вы здесь оплачиваете, вы свою информацию уже ввели у мерчанта, и, соответственно, поэтому мы знаем, что это платит Марк, поэтому мы знаем, какого он года рождения, вот здесь, кстати, это можно поменять. И, в принципе, это на самом деле все здесь. Вы только выбираете, как вы будете платить. Вот, например, чем ЧМБП счет, и нажимаете "Оплата". И на этом сейчас там происходит клиринг створит по капоту, прочие вещи. Все эти платежи buy now, pay later, они очень долгие. То есть иногда это может занимать типа лiterally там минуту, иногда полторы, именно вот на сам запрос даже. Не то, что вот на решение, а сам такой платеж иногда может быть очень долгий, 5-10 минут. Поэтому, соответственно, очень большое количество вещей нужно хранить в кэше и в базе, пока это пендинг. И в идеале кэш должен иметь возможность скинуть информацию на диск, чтобы в случае падения кэша мы это не потеряли. И следующий флоу от Chambra мы посмотрим регистрацию. То есть мы видели только что оплату, но есть еще опция так называемого invoice delivery. То есть это чем-то похоже на monthly invoice, monthly подписку. Мы в прошлый раз говорили про direct debit, где у вас мерчант может списывать деньги с вашего счета. А вот это когда вам будут агрегировать все ваши платежи за месяц и высылать инвойс. В Швейцарии, например, это популярно для оплаты транспорта. И да, есть там вариант либо на почту, либо, соответственно, письмо. То есть вот это вариант, как происходит сама оплата. То есть вы ввели, он опять там что-то думает, проверяет, кредит-скор какой-то ранит, вы вводите номер телефона свой, потом код, нормально. Это баг на стороне Chambra Pay. Они неправильно хендлят токен. Дайте еще раз попробуем. Вот так вот. Надеюсь заработать. Я просто код не помню на самом деле. Там либо 1, 2, 3, 4, либо все нули. Сейчас все нули попробуем. Ну, не работает у них что-то. Сори, я не покажу до конца. Но в конце там бы был просто редирект назад. Вот, пример. Я говорил, у них сэндбокс периодически не работает. Вот он, пожалуйста, четверг, 7 вечера. Не работает сэндбокс. Ну как с этим жить? То есть, вот. Вот такая вот Chambra Pay. Интересный момент, я пару раз про это говорил на обеих предыдущих выпусках, что есть у них специфичный флоу — это скрининг. И вот про скрининг, это сервер-то-серверу запрос, и у него идея в том, что, вы назад получаете и отправляете мерчанту возможные варианты того, что вообще этому человеку доступно. Какие варианты рассрочки. То есть там только инвойс, или можно на 12 месяцев разбить, или на 24, или только на 3. То есть вот так примерно выглядит ответ от скрининга. Вот примерно в таком ключе. По факту ничего сложного, но запрос для самой организации — это очень тяжелый запрос, он занимает очень много времени, и нужно, да, быть готовым, что иногда там минуту-полторы может сервер-то-сервер запрос идти. И про Chamber Pay тут такой антипаттерн. У них они не послушали нас, потому что они консультировались с нашей компанией. Я тоже в этом участвовал. Я им говорил, что нельзя делать доставку статуса через Redirect Back. Но они ее сделали. Что это значит? Что нормальные платежные методы, Waiting Page и веб вообще часть, да, она никак не связана с результатами платежа. То есть если вы оплатили что-то там вот в твинте в телефоне и закрыли Waiting Page в браузере, то PSP получит веб-хук от винта, что платеж был успешен, а PSP отправит мерчанту тоже веб-хук, сервису, что все-таки платеж был успешен. И то, что веб-страница была закрыта, на что не повлияет. А Chambra Pay решили в 2025 году использовать подход, который использовались там лет 15 назад, когда статусы доставлялись как redirect back часть URL. И вот это один из примеров, то есть мы должны им отправлять URL, которым они назад редиректят с страницы ожидания к нам, и в конце мы должны постфиксом добавлять, что это успех, это cancel или это error.
И это и небезопасно, но основная проблема, что 0,2% транзакций — это настоящая статистика, высчитанная, они требуют мануального вмешательства постоянно для того, чтобы их пофиксить. Происходит это либо когда есть network проблемы, либо когда человек, кто платит, тупо закрыл веб-страницу. Вот, поэтому не будьте чемброй, не делайте как они. И они сейчас, кстати, уже хотят реализовать веб-хук, они поняли, потому что они полгода поработали с 0,2% транзакций от своего объема, поняли, что так нельзя жить, и теперь спрашивают у нас, когда мы сможем переписать нашу интеграцию. Вот это интересный вопрос, когда. По поводу симулятора. Я говорил, что да, вот круто иметь симулятор, как это вообще выглядит, что такое симулятор и что такое WebView, потому что пока мы видели все платежи в App-to-App Switch. Давайте посмотрим. То есть, опять же, воспользуемся шоу-кейс-приложением, э, купим кофе, и вот у нас есть Post Finance Pay. Вот это WebView, это браузер, который открылся on top of приложения, да. И вот это как выглядит симулятор. То есть там вот просто 3 кнопки: Success, Cancel, Decline. Еще в идеале иметь, конечно, Expiration, но Expiration можно самому симулировать здесь себя. Ну, в смысле, на странице не закрывая. И вот такой симулятор нужно иметь для всех платежных методов в общем случае, в идеале. То есть вот этот симулятор, что вот у нас там Досторанте сделал. И здесь мы нажимаем Success, оно там чего-то думает, колбеки какие-то, и у нас происходит switchback. Как происходит switchback в таком случае? Мобильный SDK, мобильный SDK, он перехватывает ивент от WebView возврата. То есть на любой кейс, там decline, например, или cancel, он будет перехватывать то, что произошло, и реагировать в зависимости от того, какой результат пришел от бэкэнда, то есть какая транзакция. Вот cancel, например. Вот это, кстати, классная, удобная вещь, что если это cancel, а не decline, то нам дает возможность выбрать новый способ оплаты. То есть вот это что касается симулятора и почему. И PostFinance — это швейцарский банк, у них есть платежный метод PostFinance Pay, и они тоже сделали очень неприятную штуку в своем дизайне, которую я понимаю с инженерной точки зрения, но не понимаю, для чего они ее exposed, да. То есть что происходит? У них есть веб-куки, к счастью, но они в веб-куки ничего не доставляют, кроме Payment ID. То есть, когда checkout ID. То есть, когда они возвращают вам веб-хук, вы должны взять checkout ID и сразу сделать get-запрос к ним на бэкэнд, чтобы получить статус. В принципе, это makes sense для консистентности, но это очень неудобно, когда там большой Черная пятница, условно, огромное количество транзакций, это, ну, x2, да, как бы на каждый callback. Я не очень понял, для чего они это сделали, другие платежные методы делают это человечески. То есть вот это вот камень в их огород, как бы лучше бы они так не делали. Вот. Ам, Это слайд как раз про Чембрапе. Они нам в прямом эфире решили показать, что э, это не шутки, это так и есть, что есть in-house симулятор нужен, когда у нас происходит outage у PSP. Соответственно, делаем врапап, но прежде чем мы сделаем врапап, я еще PayPal оплачу. Я вот здесь увидел, что у нас есть PayPal, и давайте еще с ним демо сделаем, раз уж. Почему нет? Мы логинимся в сам аккаунт PayPal, и здесь, как видите, у нас есть различные варианты, эм, как нам оплатить. То есть мы можем либо напрямую со счетов банка оплатить, Рабобанк, либо сделать Pay in 30 days. Кстати, заметьте, это Buy Now, Pay Later внутри этого самого PayPal. То есть PayPal, почему я говорил вот в прошлый раз, что это прям агрегационная платформа, которая имеет очень большое количество различных фич и revenue streams, кроме обычной оплаты. И вот мы, допустим, выберем оплату в 30 дней. Видите, мы все это в WebView делаем на их сайте. Сейчас нас должно, по идее, на подтверждение отправить, да? То есть мы подтверждаем, и что там будет? Будет success. Вот, еще мы сделали оплату с PayPal. И у меня на сегодня все. Получилось много времени и много слов. Всем спасибо, кто побыл. Есть ли какие-то вопросы, подскажите? Вот один вопрос есть. Payment init включает Shared Payment Authorization? Э, Зависит от того, какой это flow. Ам, если это customer in session, то нет, потому что customer должен сначала свое решение сделать. То есть либо подтвердить платеж, либо от него отказаться. А если это сервер-то-сервер, то да. То есть init, он же включает в себя авторизацию, потому что init есть авторизация в таком случае.
Окей. И, кстати, наверное, у нас больше вопросов нет, насколько я понимаю. Да. Ну, есть вопросик еще. Э, Какой самый оптимальный алгоритм менеджмента пейментов? Алгоритм? Ну, тут нет, в каком смысле менеджмента? Что имеется в виду под менеджментом, Алексей? Подскажи, пожалуйста. Если просто имеется в виду менеджмент, с точки зрения рутинга, на бэкэнде, то, э, Привет, привет. Меня слышно? да-да, слышно, Алексей. Да. Просто чтобы голосом быстрее. Нет, ты там просто говорил, что там есть самый оптимальный вариант, как, в принципе, можно работать с payment интегрейшенами. То бишь, А, помнишь, ты говорил о алгоритме? да. Я вот про это, может, я немножко упустил, потому что подключился чуть позже. Да-да-да, я могу А, сказать, всё, где понял. вот на этом слайде было. То есть вот здесь рутинг есть. Рутинг, да, то есть вот, менеджмент. Это имеется в виду, что как ты отправляешь запрос, то есть у тебя инициализация платежа произошла, например, вот с твинтом, как мы видели, да, и у тебя есть огромное количество полей и информация о том, почему тебе нужно отправить платеж куда-то, в какой-то из плагинов для интеграции. Но при этом тебе еще нужно пройти весь core, да, чтобы сделать какие-то pre-init шаги. Сохранить там информацию о транзакции, сохранить информацию о браузере IP-адресе, сделать предварительный crowd-check, подготовить платеж, в случае, аборта в базе, сделать нужную инициализацию, сделать так, чтобы у тебя, waiting page создался, и такие вот все штуки. И вот по факту менеджмент здесь имеется в виду — это механизм рутинга, это, ну, логика банальная, да, router pattern. А, менеджмента самих платежных методов — это, по моему мнению, это APM с pluggable архитектура, где у тебя никак не так называемые адаптеры. Вот. Алексей, скажи, ответил или чуть-чуть не в ту сторону ушел? В целом ок. Единственная проблема, что я просто уже на второй части подключился, не заметил нотификацию. Я потом пересмотрю, может, 5 раз ответов. Не. Ну, в целом вроде понимаю. Да, понял. Спасибо за вопрос. Да, Максим? Тебя не слышно, Максим. Так, Максим вышел. Да, давайте пока Вадим. Потом Максим зайдет, спросим. Да, добрый вечер. Вопрос следующего характера. Есть большой поток клиентов, мерчантов, там «Черная пятница» условно. Мгм. Э, Мы принимаем от них запросы, направляем их там в сторону эквайра или там агрегатора какого-то, и он начинает тупить, и мы понимаем, что заявки обрабатываются долго, там начинаются, например, с секунд, потом доходит до 20-30 секунд, и получается, что наша система работает стабильно, а вот контрагент тормозит. Как в этой ситуации лучше всего выкручиваться? Кстати, очень хороший жизненный вопрос. Вот на Черную пятницу периодически такое действительно случается. Но тут такой достаточно комплексный ответ, что это зависит, во-первых, от того, какая у нас архитектура. То есть если это stateless, монолит, то, в принципе, нам, ну, с какой-то с точки зрения даже все равно. То есть у нас, отработает скейлинг, у нас поднимется больше машин, и да, они там будут, может быть, висеть и падать, но, в общем и целом successful rate упадет только для этого платежного метода. То есть я здесь отвечу следующим образом, что есть те компании, которые инкапсулируют платежные методы в рамках, отдельных микросервисов. То есть на большом скеле это иногда имеет смысл, чтобы у тебя не было lazy neighbor, вот как, вот в случае, что ты описал. И тогда у них ложится один какой-то, грубо говоря, блок, да, но он никак не влияет на другой блок. В нашем же случае и в случае большинства Enterprise Payment Gateway там не используется микросервисная архитектура, используется монолитная, в лучшем случае stateless, в худшем случае stateful. И когда, это stateful архитектура, это достаточно сложно, потому что, как ты сказал, да, у тебя будет много запросов, которые будут занимать много времени, соответственно, будет много потоков. Большинство таких ГТВ используют Java. С недавнего времени есть виртуальные потоки, и это стал один из очень хороших механизмов, как можно с этим бороться. Ты просто повышаешь себе процент как бы времени, да, сколько ты можешь жить, используя виртуальные потоки. А второй момент — это иметь, аналог, API-тротлинга, где мы записываем в кэш, информацию о том, сколько у нас было запросов к платежному методу и сколько у нас из них, там
по времени заняло. И если мы видим, что к нам на API приходит опять с этим же платежным методом, то мы уже на раннем этапе, до того, как мы отправили запрос, мы, соответственно, его просто тротлим с какой-то ошибкой, что это проблема на стороне аквайра. Вот, в принципе, у нас реализовано вот что-то подобное. Но и при этом у нас редко случается такая проблема, что есть такой объем прям платежей, которые падают, потому что чаще всего это hard down, то есть там происходит очень быстрое падение, и у тебя запрос не висит там по 30 секунд. И плюс еще это относится к socket timeout. Важное уточнение, что у тебя есть socket timeout, кто-то их по дефолту 30 секунд оставляет, мы на большинство платежных методов ставим 5 либо 10 секунд, чаще 5. Соответственно, у тебя, когда нет возможности подключиться, у тебя через 5 секунд уже платеж падает, и за счет большого количества потоков и больших боксов есть возможность пожить. Вот, наверное, такой ответ будет. А, Максим, да. Будет тебя слышно сказать? Да, О, сейчас привет, слышу. слышно. Да, сори. Привет. Хотел просто поинтересоваться. Смотри, все вот это хозяйство, его ж как-то надо мониторить. Какие у вас интересные такие моменты есть с этим, которыми ты там мог бы поделиться? Да, кстати, классный очень вопрос, спасибо. Давай попробую рассказать. Ну, во-первых, я, наверное, сначала расскажу то, что вот мы используем, потом накину про индустрию. Конкретно у нас есть большой блок вещей. Это, во-первых, Grafana. Сначала их перечислю, потом про каждый пару деталей добавлю. Это Grafana, это Splunk Alerting, это Pingdom, это on-call обязательно с алертами через триггеринг ивентов через Splunk, плюс Prometheus и чего-то еще было, я вот сейчас не вспомню. То есть разные вещи мониторятся на разном уровне. То есть учитывая, что мы сами хостим, у нас там дата-центры физические и есть провайдер, то, соответственно, есть уровень мониторинга не только приложения, но еще уровень сети, то есть ISP, да, интернет-провайдеры. Там, соответственно, Pingdom используется, и у нас 2 либо 3 интернет-провайдера, я вот не помню, наверное, 3 все-таки. То есть там есть специальная логика, которая будет делать свич на другой провайдер в случае падения одного, автоматический свич. Второй момент — это на уровне дата-центра, что если у нас один дата-центр лег и у него не работает электричество, например, то происходит автоматический свич на другой дата-центр, где как бы, соответственно, приложение уже поднято, то есть там все время ход стендбай, а база данных там синхронная репликация, поэтому там нет реплики лага на уровне базы данных. Там, соответственно, используются различные механизмы low-level мониторинга, плюс Grafana, плюс там свои дашборды. На уровне приложения для того, чтобы мониторить каждый платежный метод, чтобы мониторить каждый endpoint, P95, P99, время на авторизацию, да, как бы по графам, сколько где занимает, мы используем Splunk, где у нас есть специальные графики. Ну, по факту все плюс-минус, я уверен, с этим работали, то есть у кого-то там Elastic, все, что у нас Splunk. Потому что Splunk, с того, что я вижу, намного лучше работает на огромных объемах данных. Потому что данных логов у нас просто очень много, и они должны храниться, по-моему, 10 лет. Вот, и получается, что доступны они в Splunk 3 года. То есть мы можем за 3 года напрямую в Splunk искать. Вот, и все, что касается алертов, оно напрямую идет в Slack и, соответственно, показывает, триггерит алерт в реал-тайме. Я, кстати, сейчас подумал, что я, наверное, покажу одну какую-нибудь дашборду. Будет даже так интересней. Сейчас я на другом экране залогинюсь и посмотрю, нет ли там ничего, э, что не нужно показывать. Если нет, то я выведу буквально одну секундочку. Вроде нет. Блин, там снизу. Я ее обрежу, вот я выведу сюда, я снизу обрежу, там есть данные, которые нельзя показывать, но вот так можно. То есть вот у нас много таких разных дашбордов. Вот это именно human, как-то для людей, короче, да, где ты можешь сам зайти, посмотреть, по какому платежному методу что происходит. Есть еще вот такая. Это тоже один из примеров по Tomcat-тредами. Ну, на Java, понятно, сейчас там это тестовый, скорее всего. Здесь есть разные сервера, то есть можно увидеть, сколько потоков в моменте. И где-то еще должна быть сетевой график, где можно видеть, сколько там latency на сеть, прочие вещи, 3DS, например, по платежам там и прочее. Ну, то есть различные дашборды. То есть примерно вот в таком формате это выглядит.
Вот. А большие игроки, они могут использовать очень такие разные вещи. То есть вот там про AI вопрос был, используется ли AI для мониторинга аномалий или фрауда. Я вот про это сейчас скажу чуть дальше. Но вот для конкретно мониторинга большие компании уже давно используют намного круче решения, чем я вот показал. То есть у нас такой очень бюджетный вариант, скажем так, устаревший, а большие конторы могут себе позволить и реал-тайм мониторинг не только платежей, но и по аквайру, по платежному методу могут делать автоматический свич, если аквайр недоступен и так далее. То есть у нас ничего такого нет. Вот, то есть примерно так сделан мониторинг. И на уровне приложения мы постим логи, естественно, там в очень правильном формате, добавляем ключи ошибок для каждых конкретных случаев, указываем некоторую вспомогательную информацию для того, чтобы тот, кто on-call, мог как можно быстрее понять ночью, когда его будет, в чем проблема, и либо разбудить нужного человека, используя эту ошибку, либо самому что-то подкрутить. Вот, наверное, в таком ключе. Ответил, подскажи, Максим, или что-то? Может, еще? Спасибо. Я просто поинтересовался, потому что я так замечаю, что это очень много в секунду гигабайт информации, ну, на базе моего опыта, как минимум. И это просто всегда интересно спросить, посмотреть, как это все обрабатывается и что, в принципе, собирается. Да, согласен. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Да, и вот про вопрос, используется AI для мониторинга или фрауда. Для мониторинга аномалий у нас нет, потому что, в принципе, на таком объеме уже было бы хорошо, конечно, но все еще хватает там аналитика, который иногда туда залазит и что-то там смотрит. Ну или я сам, когда вижу, что процент authentication rate для какого-то платежного метода падает, я тоже могу там посидеть, полазить в спланке. Касательно фрауда, у нас нет собственного хостед-решения по фрауду. Оно куплено, да, то есть это аутсорсинг-компонент, потому что, к сожалению, у нас не хотят писать, боятся, что это очень сложно, хотя это было бы очень прикольно. Для них там используется специальный машин learning и прочее, но да, у нас, короче, нет. У других платежных шлюзов, там, Stripe, Ayden и прочее у них есть, и они молодцы, они круто это делают. Вот. Подскажите, есть ли еще какие-то вопросы? Может быть, что-то другое интересное? Окей, тогда я думаю, мы на сегодня закончили. Большое спасибо, а, что послушали. Надеюсь, было интересно. Вот, все, тогда завершаем. Всем спасибо.